Всем привет! Недавно я провела опрос в телеграм-группе мигрантов на тему, что приезжих не устраивает в Литве. Некоторые ответы меня удивили и возмутили, с другими я согласна. И в этом видео я зачитаю вам мнение мигрантов, конечно же, с моими комментариями. В одном доме случилось неприятное происшествие и упал балкон. И вот Аннушка пишет: «Балконы падают. Я уж молчу про то, что ни одной клумбы в Вильнюсе не видела. Это дело вкуса и лишних денег, так сказать. Но и без этого город очень запущенный. Столбы фонарные все ржавые, тротуары разваливаются и так далее». Я не в курсе дела, я не знаю точно, что там произошло, но вот Екатерина Аннушке отвечает. У меня свекры в том доме живут. Я была в тот день там, когда балкон упал. Вот вы пишете, что падают, а причина была в самих людях. Не предусмотрена была оконная рама, а они установили, вот и нагрузку не выдержал. Была комиссия, даже протоколы вывешивали. Насчет клумб я не согласна, так как видела их. Да, их не так много, как в Минске, но все-таки они есть. Насчет столбов и тротуаров пристально никогда не смотрела, но мне кажется, это неправда. И вот, Анна Б. отвечает Аннушке. Знаете, говорят, что красота в глазах смотрящего. Если вам все кругом не так, и все, что вы вокруг видите, это ржавые столбы, может, дело не в городе. Вильнюс очень красивый, очень зеленый. Здесь люди, которые, несмотря на свою интровертность, делают свою работу неплохо, без отношения, как будто это ты им должен, а не они тебе, и так далее. Аннушка отвечает Анне Б. Во-первых, я считаю, что на город деньги не выделяют, я не придумала. А во-вторых, такое ощущение, что мы живем в разном Вильнюсе. Я не знаю, из какого вы города и где к вам относились так, что вы всем должны. Я с этим дома не сталкивалась. Элементарно захожу в кафе в 21:10. Время работы кафе до 22. Прошу чашку кофе, мне говорят: мы уже кофемашину закрыли. Никакого вам кофе. Может, для вас это и значит неплохо делать свою работу, но мне такой сервис кажется недружелюбным. Я приехала в Вильнюс с посылом «Красивый европейский город» и, к сожалению, получила разочарование на каждом шагу. От налогов и цен на квартиры до качества услуг. Очень жаль, что такое случилось с девушкой. Лично у меня другой опыт. Когда я еще была просто туристкой, мы с моим будущим мужем пошли в кафе в Озасе поесть суши за минут 15 до закрытия торгового центра, и нас обслужили. Правда, мы припозднились минут на 10-15, нас никто не торопил, и потом оказалось, что двери торгового центра закрыли, но охранник вывел нас через какой-то потайной ход, так что было даже весело. Аннушка продолжает. История с кофе повторилась со мной несколько раз в разных заведениях. Сейчас пропало желание вообще куда-либо ходить вечером. Оно того не стоит. Не представляю, как тогда дальше жить в Литве. С таким настроением, наверное, лучше переезжать жить в другую страну. Алена. Минусы везде можно найти. Татка отвечает Алене. Естественно, везде так. Нет такого города или страны, где прям все в плюсах сплошных. Я с этим полностью согласна. Катерина. По мне, так в Литве в целом просто тактика ведения беременности нуждается в корректировке. Не знаю, как в Украине, но в Беларуси все 3 скрининга проводят специально обученные УЗИсты на хорошем оборудовании. УЗИсты – это врачи, которые делают УЗИ, ультразвуковое исследование. И эти врачи, они узконаправленные, чисто на диагностику аномалий беременности. Работают они при роддомах, и со всего города едут женщины туда. Тут же делают его все подряд. И, возможно, как врач-гинеколог, специалист и неплох, но УЗИ делать нормально не умеет. С этим мнением я согласна, потому что я тоже из Беларуси, и для меня тоже немного странно, что УЗИ может сделать любой гинеколог. Возможно, их все же неплохо обучают, но хорошо то, что беременных старше 35 лет направляют в генетику на консультацию, а тех, у кого гестационный диабет, сахарный диабет беременных, направляют именно к врачу ультразвуковой диагностики. Ан, мы тоже удивлены немного медициной. Может, еще до конца не поняли, как правильно поступать в тех или иных случаях. Семейный доктор у нас превосходный, невероятно дружелюбная, грамотная и приятная девушка. Но после РБ, Республики Беларусь, насколько мы удивились, что в Вильнюсе проблематично попасть на платной основе к врачу. Хотели сделать платное УЗИ ребенку, так все расписано. Где-то до конца года, где-то до конца месяца. То есть я готова
За 100 евро пойти к врачу, но у меня просто нет такой возможности, так как все занято. Может, конечно, это связано просто с большим потоком иммигрантов, и система просто физически не справляется. Насколько я знаю, в медицинских центрах нет очередей, и туда попасть не проблема, только недешево. А в поликлинике, да, бывает так, что если бесплатно, то через 2 месяца, а если платно, то через полтора. Еще для меня очень странно, что в поликлинике лечат только один зуб. Если у вас есть еще какие-то проблемы с зубами, то нужно снова записываться, ждать недели 3-4, снова приезжать в поликлинику и лечить опять-таки один зуб. Может, это только в Антакольнической поликлинике так, но это очень неудобно. Татка отвечает Н. Есть определенный план ведения беременности. Что входит в этот план для них? Но там самый минимум, да. С одной стороны можно возмутиться, а с другой, ну хоть что-то. Потому что так-то здесь страховая медицина все-таки. Бесплатного нет ничего без страховки. Ну, я сказала бы, что бесплатного нет для тех, кто не платит налоги. Екатерина. Мне врач сказала, что она бы все назначила, но не положено, только по медпоказаниям. Минимум, потому что Литва бедная страна. Она мало средств выделяет на медицину. Если хотите больше, платите. Я и заплатила поэтому, чтобы знать все до конца. Когда родила дочку, меня и дочку врачи обследовали как положено, с целью исключения осложнения после родов. К сожалению, это правда, даже для беременных здесь минимум анализов и предлагают платное надейка. Вообще-то тут с медициной как-то грустно. И Наталья отвечает надейки. Пока что тоже такое впечатление, но надеюсь, что со временем многое станет понятнее и мнение изменится. Я тоже на это очень надеялась, но я в Литве уже почти 3 года и пока ничего не изменилось. Далее женщины высказывают свое мнение о лечении детей в Литве. Надежда. А что плохого в наблюдать? Зачастую это единственное, что можно, и незачем пихать что-то в ребенка, в частности для своего спокойствия. И Надя К. отвечает. А я разве говорю про пичкать ребенка лекарствами? Если вирус, то ничем и не поможешь. Но хотя бы анализы взять, считаю, нужно. А они так не считают. Насчет детей пока ничего не могу сказать, но про взрослых да, анализов по минимуму. Если хочешь дополнительное, плати. Хорошо, что есть этот самый минимум. Наталья. Больше поражает стоимость консультации, если говорить о походе к врачу на платной основе. Под 100 евро визит. Это Наталья, видимо, говорит о медицинских центрах, потому что в поликлинике консультация так дорого не стоит. Александр. Медицина стоит конских денег из-за массы регуляций. Куда ни плюнь, нужен сертификат. Наталья отвечает Александру. Не сомневаюсь, но это же Абдиралова. Абдиралова или нет, но пока вот так. Катерина. Коммунальные платежи и литовцев сейчас крайне расстраивают. Не совсем удачной оказалась политика с энергоносителями. Но вот с продуктами, если знать, где покупать, цены практически не отличаются от тех, что сейчас в РБ, Республике Беларусь. Но качество их на порядок выше, да, то есть в Литве качество лучше. И коммунальные услуги всегда в Европе были дорогие, а насчет продуктов я согласна, они и правда свежие и вкусные. Цукерка. Так, вот еще плюс и так далее. И Джей Джей отвечает цукерке. Цукерка это, кстати, конфета по-белорусски. Муж, когда ездит в РБ, говорит, что дороги в Минске спроектированы так, что хочется гнать, то есть ехать очень быстро. А здесь движение спокойное, это тоже плюсик к безопасности. Надейка отвечает Джей Джей. Вот про вождение не соглашусь, развязки адские, светофоров не видно, нет дублирующих. Гоняют тоже хорошо. Я за 3 месяца не могу себя заставить рулить, хотя кто с чем сравнивает. К сожалению, здесь я пока ничего не могу прокомментировать, так как не вожу машину. Ольга. Мне тоже не нравится организация движения тут. Нет зеленых волн, странные вливания. Культура водителей странная. С одной стороны пропускают, с другой часто перестраиваются не глядя и сигналят, когда паркуешься. То, что водители пропускают пешеходов, это правда. Остальное, как я уже сказала, комментировать мне сложно. Наталья отвечает Ольге. Вот полосы разгона коротковаты, я согласна. Но пропускают гораздо больше, чем в Минске в целом. В общем, вожу с первого дня и даже получаю удовольствие. Но вообще странно организованные дороги с короткими полосами разгона и отсутствием дублирующих светофоров. А также сомнительно безбарьерная среда, даже в сравнительно новых районах. Заманалась с коляской через бордюры прыгать. Ну и ценник на аренду и коммунальные в сравнении с Минском.
Пожалуй, я все основные минусы жизни в Литве для себя перечислила. Еще высказываются про суши. Кейт, добрый вечер, подскажите, пожалуйста, суши в Вильнюсе очень хорошие, на уровне Ронин в Минске. И Элли отвечает: Кейт, мы таких не нашли. Так, дальше. Совсем плохих не попадалось. Можно посмотреть, что тут по чату советуют. Отдельные позиции неплохие, но похожих по вкусу и качеству на Ронин или про суши нет. Я, конечно, гурман, но насчет суши я не такая привередливая. В магазинах они, как в Минске, не очень. Но вот в кафе часто неплохие. Но это мое личное мнение. Дорогие мои, спасибо, что посмотрели это видео. Если вы тоже приезжий, пишите, что вам не нравится в Литве. А следующий ролик будет о том, что мигрантам нравится в Литве. Также согласно опросу в телеграм-группах. Пока!